Какой-то стук идет, да? Надо поочередно подключать форсунки. Может, на каком-то цилиндре стук пропадет. Нет, не распределялся, это растет. Вот слышишь, тарахит? А вот дальше. Раз, и никак. Понял? А вот бросай его. Так, ну кто не знает, почему стук пропадает, когда нажимаем сюда молотком. Нужно эту заглушку токаря отнести, но перед этим нужно замерить осевое смещение распредвала, чтобы не перестараться. Токарь на полмиллиметра примерно наружную вот эту часть резцом снимает, распредвал подпирает в сторону и перестает. 85 децибел на холостых, 86 минимальный. и 2 децибела, минимальный уровень шума. Перед разборкой посмотрим на подсос воздуха. Я сделал тест эффективности и есть небольшое подозрение. Так, это у нас щуп. Со щупа дымит. Затем жиклер вентиляции картерных газов второго контура дымит. Форсуночные колечки не дымят. Так, теперь регулятор. Да, с-под регулятора дым валит. Там с-под заклепок он рассыпался. Регулятор холостого хода дает сильный подсос воздуха. Так, здесь у нас шипит колечко, наверное, нету между датчиком положения распредвала и корпусом. Тут аж пузырьки масла хлюпают. Отсюда льет. Здесь у нас клапан продувки от сорбера стоит. Вот с него слетевший шланг. И вот он клапан. Это он штуцерок. И вот с этого штуцерка, с этого штуцера тоже идет подсос. По тесту видно, у нас нет компрессии на втором цилиндре. Вследствие этого ускорение под нагрузкой слабое, а на холостых двигатель вообще отказывается работать. Прогорел у нас выпускной клапан на втором цилиндре. Вот смотрим эти два цилиндра внизу. Значит, четвертый и второй. Красный. Нет, третий и второй. Два цилиндра вверху. Плавная прогазовка отстает второй цилиндр, так как на нем нет компрессии. На холостых второй цилиндр ниже линии 0. Резкая прогазовка. С электрической частью немножко просел второй цилиндр. Провалился и опять поднялся вверх. Ну и вот он, хвостик у нас не дотянул до... Подключили еще сканер. Посмотрим ошибки. Обрыв датчика детонации сохраненная и пропуски воспламенения. Второй и четвертый цилиндр. Ну, особо тут диагностировать больше нечего, потому что прогоревший сильно клапан. Январь 7.2, Евро 2, Калина 1.6, восьмиклапанная. Так, уже у нас шитый ЭБУ у нас 1.035. Пробег 201 200 километров. Один владелец у нас. Есть. Нету. Зажат у нас клапан. Это у нас как раз выпуск. Да, и вот она вся причина. Не вовремя. Это у нас 0.15 не проходит. Вот я взял щуп 0.1. Даже 0.1 не проходит. Сильно зажат.
Взял другой щуп 0,1 и 0,09. Давай 0,1. Одну десятку. Не проходит. Есть. Хорошо проходит. И видно, что шайба регулировочная, толкатель крутится. То есть сейчас клапан не зажат, но в процессе работы зазор уходит и он приоткрытый. То есть то, что сейчас нет компрессии, это не значит, что в данный момент клапан зажат. Да, он поджат, но зазор здесь есть, шайба крутится. То есть нужно по-любому разбирать головку. Оп. Она тут уже варена. Отличается второй клапан у нас по цвету. Похоже вот вверху на трещину. Да, лопнул клапан на втором цилиндре. Был зажат. В какой-то момент зазор ушел в ноль. Клапан не стал закрываться полностью. Перегрелся, прогорел и лопнул. Шмурдяк залит. Владелец попросил охлаждающую жидкость сменить. Ну, смотри, как это целенькая у нас перемычка. Масло еще не пропускает. Нет этих вымытых частей. Хочу показать коллектора. Вот во всех присутствует такой порошочек. Теперь возьми коллектор. Так, сейчас еще сюда позаглядаю. Тут какая-то сварка была. Непонятно, что варилось. Теперь возьми его и подергай так вверх-вниз, знаешь. Он цепится все с него. Здесь сам элемент ходит туда-сюда уже. Попробуем подмазать, да? Не, ну что, Таня, я говорю, что претензий не было. Что ты не видел, Здесь близко подобралась коррозия к цилиндру. подмажем Пятно тайлом. контакта уже такое слабое. Здесь тоже уже чернота подошла к камере сгорания. Это у нас цилиндр первый. И на четвертом цилиндре. Вот здесь тоже. Вот такие вот Головку будем фрезеровать. Это обязательно. запчасти. А вот с блоком цилиндров тут посерьезнее все. Ну, владелец ни в какую не хочет заниматься блоком. Как бы практически все ремонты у нас упираются в размер кошелька владельца. Здесь нужна фрезеровка поверхности блоков. Ну и 200 тысяч уже ресурс двигателя исчерпан полностью. Так, хон уже отсутствует полностью. Много царапин. Но масло пока еще не кушает. Скорее всего, еще родные. Это клапан, который прогорел и треснул. Я его немного тряпкой почистил и нашел две трещины. Одна и вторая.
заглушка, которая не дает распредвалу смещаться больше положенного. Если вот эта часть по высоте изнашивается, происходит стук, который я демонстрировал. Чтобы увеличить вот эту высоту, нужно уменьшить вот это тело. Что мы сейчас и будем делать? Срезать эту часть на 1 мм ровно до начала вот этой втулки. Форсунки на этом автомобиле владелец один раз снимал, решил их сам помыть, но когда снял, увидел, что там их только можно снаружи помыть. Поменял колечки, помыл их снаружи, потому что не было никаких приспособлений, и поставил на место. Сейчас проверяем сопротивление, норма и время реакции. 4 плюс 3. Разница тут не кислая. Первая форсунка у нас льет, вторая, третья и четвертая льют примерно одинаково. Так, ну а по головке, как обычно, уже установлены направляющие втулки производителя SM, впуск и выпуск. Все 8 штук. Перерезаю седла. Здесь обычные широкие, головка 11-18, калиновская. Одно седло осталось перерезать. Пена у нас улеглась и хорошо видно расхождение. Сейчас сливаем эту жидкость и ставим тест на размагничивание. Сейчас после того, как помыли все от масла, очень хорошо видно тыльную сторону кулачка, там где нагар клапан не был зажат. Блестящая тыльная сторона кулачка, там где прогорел клапан, который был зажат. На остальных кулачках везде нагар. И очень тяжело сейчас закусывает распредвал. Это устраняется, как обычно, вот такой длинной разверткой. Форсунки до сих пор чистятся. Серега сейчас меняет уплотнительные кольца на коллектор. 4 колечка между половинками и одно на дроссельный патрубок. Торцанули крышки распредвала, закрученные гайки и выравниваем поверхность. Больше всего изнашивается шейка постели распредвала. Крайняя, первый цилиндр. Больше всего нагрузка, так как там релей стоит, натяжной ролик, и все это давит распредвал вниз. Первый заход. После первого захода еще остались кое-где волны, особенно на первой шейке. Еще один заход буду делать. Торцану крышки. И сейчас посмотрю, как вращается. Ну, одним пальчиком. После вот этой развертки тише намного машина работает. Я вот уровень шума специально поставил. Замер сделал до ремонта и после ремонта. Вот этот распредвал, если не проточить, будет стоять сильный такой шум, даже грохот. Третий час уже возимся с форсунками. Вторая чуть-чуть не доливает, эти у нас выровнялись все. Новый комплект сеточек будет стоять, старая, и комплект колечек уплотнительных. Это у нас коричневые вниз пойдут к форсунке, они как более температуру лучше, термостойкие. Это верхние кольца. Так, по сопротивлению тест пройден. Так, 40, 49. Ну,
тут уже ничего не добьюсь. На новый комплект, конечно, покупать мы не будем. Клапана притерты. Сейчас будут установлены новые сальники клапанов. Фрезеровка 400 рублей стоит. Притирали вручную. Такие вот полоски от притирки вручную. Здесь осталось две раковины. Ну, они не опасные. Прокладку мы ставили далеко до прокладки. В одном месте и, как обычно, на 4-м цилиндре. Собираем впускной коллектор. В форсунках уже стоят новые сеточки, новые уплотнительные кольца вверху и внизу. Я сейчас головку собираю, дособировую. Что я хотел показать. Так, вот она шпилька. Я специально с нее гайку не снимаю. Хочу совет дать. То есть она у меня выкрутилась. Эта шпилька вместе с гайкой. За гайку крутил. Перед тем, как ставить вот это коллектор, вот она, нужно обязательно открутить гайку. Закрутить шпильку шпильковертом. И затем уже все гайки закручивать. Если это не сделать, закручивать целиком. Вот очень хорошо видно, что получается. Так, это одно место. Второе. Третье. Задняя крышка, заглушка. Одна из них проточена на 0,8, одна на 0,7. 0,7 это такой средний размер, на который мы точим. Если даже 0,7 будет зажимать распредвал, можно взять на плиту, на которой мы постели торцуем, на среднюю наждачку. Несколько оборотиков сделать, и тем самым уменьшится высота. В общем, подрезали мы тело до вот этой вот части. Теперь она у нас длиннее на 0,8 мм. Но если я эту поставлю, у меня распредвал зажмет. Это сточено на 0,7. Распредвал отлично ходит, не зажимает. Катализатор, сам элемент сыпется. Показывал я вам. Здесь заглушка стоит. Вместо второго кислородного датчика Евро-2. А вот с этой стороны видно, как сварка. Что-то варили. Долго мы не могли понять. Потом догадался я. При откручивании этого коллектора две гайки были закручены, но они при откручивании обломались. Сейчас вы видите, шпильки просверлены. То есть эти отверстия сквозные. Здесь будет 3 новых болта черных стоять. А с одной стороны шпилька просто была вкручена, забита там то ли молотком, то ли еще чем-то. Ну, чтобы видимость была, как бы, что она есть, что здесь 3 шпильки. На самом деле было 2 закручены. А здесь взяли сваркой, наверное, 3-ю лапу поставили, прихватили. И здесь одна сторона была обварена сваркой. Естественно, через 2 дня она отломалась, эта сварка, и стала сифонить. Ну, хорошо, что хоть нам не пришлось срезать здесь, что она еще до приезда к нам обломалась. А еще парнишка приезжал, у него были 3 обломанных шпильки. Он взял, обварил по кругу все. Ну, там уже пришлось вот эту трубу обрезать. Затем парнишка приехал, когда мы двигатель завели. Он еще рычал так при первой заводке. И уже парнишка сварочный привез и уже эту трубу обваривать стал. И теперь что делать с этими ямами? Ну, здесь можно там герметиком мазнуть. А на блоке цилиндров один случай у нас был. Парнишка приезжал 2 раза. Прокладку мы ими меняли. Все равно ничего не получалось. Значит, что мы сделали? Вот эти вот впадины очень сильные мы взяли по кругу и обмазали герметиком для 16-клапанных головок. Вот у нас в шприцах пооставалось немножко. Ну, чтобы 2 раза не пришлось нам головку снимать. Хоть мы и не отвечаем за это, владелец предупрежден, но постараемся, чтобы отсюда
не текло, охлаждающая жидкость. А у парнишки вот здесь, вот в этом месте побежала по всему кругу. И мы после того, как соберем двигатель, сделаем замер компрессии, утечки, к компьютеру подключим. То есть мы будем уже знать, что с головкой порядок. После того, как будем компрессию замерять после сборки, то все косяки, если они есть, они будут от цилиндра поршневой группы. То есть головку, клапан мы исключим. Будет установлена новая прокладка вазовская. Новую помпу также мы поставили, я не показывал. Уже она стоит. Лузар разработана и изготовлена в КНР. И непонятно, где произведенный регулятор холостого хода. Такой ерундой я уже второй раз занимаюсь. Первый раз понравилось, течь перестала, почему бы второй раз не попробовать. У тех, у кого такие же проблемы, могут смело. Этот герметик, он торцовый называется, он застывает только в тех местах, где отсутствует кислород. Если попадет в масло, в масле он также не забивает никакие каналы. В общем, полностью безопасно. Первый запуск. Ключи зажигания. Массу, да, всегда массу забываем. Пока так накину, пробую зажигание. Пробуй. О, дыма сколько. Так, ремень ровненько стоит. Новая помпа лузаровская. Ремень старый и ролик старый. Выбирают коллектора. 97 градусов включился вентилятор. Температура держится 99. Смотрим параметры регулятора холостого хода. 33 отлично. Напряжение норма. Массовый расход до 10 килограмм. Тоже норма. Часовой расход до литра считается тоже хорошо. Коэффициент коррекции до единицы немного не дотягивает. Бывают такие случаи, когда ни при чем датчик массового расхода воздуха, когда сильно изношена поршневая, бензин на стенках, он в масло попадает и потом испаряется. И вот такой вот бывает эффект от изношенной поршневой. Когда бензин назад с маслом выступает и испаряется, как бы обогащает немного смесь. Длительность впрыска 3,5. Это отлично вымытые форсунки. И смотрим датчик кислорода. Так, 97, 99. Напомню, тут прошивка. Другая у нас. Сброс ЭБУ мы уже сделали. Январь 7.2, Евро 2. С одним кислородным датчиком. Двигатель прогрет. Так, выставлен у нас максимальный уровень шума. Клапана сделаны так, что допустимо максимальный зазор я выставил. Так как неизвестно, приедет он к нам еще на регулировку или нет, ну должен. Ну на всякий случай я сделал 0,4 выпуск и 0,25 пуск. Максимальная 83 децибела и минимальная. Крути. Оп. 12,5 первый цилиндр. Оп. Второй цилиндр 12 ровно. Оп.
Третье 12,5. Ап. Ну, 12 показала. Долго, но 12 есть. Первый поршень вверху, 2 клапана закрыты. Так, шестерка. Утечек почти нет у нас. 2% всего. Третий поршень вверху, 2 клапана закрыты. Немножко больше, а утечек у нас 10, 11, 12%. Тоже все отлично. Четвертый поршень вверху, 2 клапана закрыты. Так, здесь у нас ровно 20% утечек. Последним проверяем цилиндр номер 2. Шестерка. И ровно 15% утечек. Сделали напоследок тест эффективности. Если в первом цилиндре у нас и компрессия была хорошая, и утечек не было, то он у нас и показывает 100%. Значит, по остальным картина немного по-другому. Меньше всего у нас показала относительная компрессия во втором цилиндре 90%, в третьем 94%. В четвертом, странно, 98%. Но я ведь утечки делал в верхней мертвой точке, стоял у нас. И поэтому как бы поршневую не меряют, когда у нас утечки у нас показывают, ну как бы этот способ, когда поршень вверху стоит. Больше клапана как бы проверяются. А если поршень опустить немного вниз, то там цифры совершенно другие будут. Есть такой способ проверки компрессии, когда поршень двигают. Но это очень тяжело колесо удержать. Там надо или вороток какой-то, или коленвал держать. В общем, такие у нас. Так у нас выстроились барографики. Смотрим, что компрессия почти что отличная. Хотел ремонтировать двигатель. То есть, опять же, повторюсь, обычно большинство ремонтов упирается в кошелек владельца. Если бы захотел владелец, мы бы проточили цилиндры. Особенно вот, пострадал верх блока цилиндров. Его в первую очередь надо было снимать и отдавать фрезеровщику. На этом у меня все. Спасибо, что меня смотрите. Не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы и всем пока.